Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня, да-да, у нас продолжение новой ветки японских ПТ-САУ. Сегодня у нас 9 левел, Хори 1, проходная прокачиваемая ветка. Вот такая вот ПТ-шка, похожа такой, на мини-ягу. Вот. И начнем мы, конечно же, сегодняшний обзор с бронирования. Go! Итак, Collision модель нашей Хори 1. И давайте смотреть. Нижняя часть, НЛД назовем ее, у нас 76 миллиметров, но хороший угол приведенной брони говорит о том, что... так, правильно поставим, вот. Блин, вот чуть-чуть, вот смотрите, чуть-чуть вот так уже рикошет, так пробивается. Короче, смотря как она будет стоять. Ну, вы будете стрелять... Хотя пробивается. Ладно. Центральная часть между НЛД и ВЛД у нас 124. Это, конечно, картон для 9 левела. Верхняя часть вроде и угол имеет, но, к сожалению, тоже пробивается. Подбашенная рубка 247. Вот это уже неплохо. Анти ТТ 8 левела. Ну, остальные, конечно, девятки вас сюда рвать будут. Обычные тяжета ДСТшки в легкую. Щеки над гусеничной полки 240. Верхняя часть подбашенной рубки тоже такое. 68 пробивается. Ну и переходим к самой рубке. Кругляк вокруг ствола у нас 424, очень мощно. 350 сама маска орудия. И 300 миллиметров у нас в рубке. Верхняя часть у нас 295. Что касаемо рубки, все невероятно крепко. Стоит только нам спрятать свой корпус, и мы прям становимся лютой имбой, в кавычках, конечно же. Боковое бронирование 75, но углов горизонтальной наводки, конечно же, не хватит танковать. И эта штука не про танкование от борта. Итак, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули, что нам тут предлагают. Стоковая пушка 9 левела и топовая 10, да, на 9 ПТшке. 500 на стойке, 650 альфа на топе. Бронепробитие здесь поскромнее, 265, 305. Здесь 290, 325. И в принципе это говорит о том, что на этой ПТшке, на стоковой пушке можно в принципе играть. Желательно, конечно, на голде. Заряжается она чуть-чуть быстрее. По ДПМ, естественно, топ выше за счет альфы. Точность лучше на топовом орудии, но зато время сведения на стойке комфортнее. Здесь 2.6, здесь 2.3. Мы вот на 2.6, наверное, будем вынуждены поставить приводы усиленные по оборудованию. Посмотрим. Дальше. У нас 750 дальность связи на топе, на стойке 550. Почти там 40% прирост, поэтому обязательно качайте рацию. По двигателю 900 лошадей против 850, прибавка очень нищая, там порядка 7% подвижности. Я пока не качал, и вот думаю, а может выкачать, не выкачать, а давайте выкачаем. Все, выкачали и купим. Так, по ходовой 32 градуса в секунду, здесь 30 плюс 2 градуса в секунду, но у меня пока не на что это дело все улучшить. Здесь смотрим. Скорость поворота ходовой, для нас это очень важный параметр, но ПТшка медленная, поэтому я рекомендую вам все-таки закачать здесь усиленную ходовую. Дальше, притирку шествия наведения здесь надо качать, улучшать, так сказать, сведение пушки, точность у нее и так, в принципе, неплохая. И ставим, так, настройку инжектора обязательно. Здесь качаем к незаметности и максимальную скорость назад, к незаметности. Вот так качаем. Слот второй берем на... Даже не знаю. Ну, наверное, на разведку. Наверное, на разведку. Хотя можно и на живучесть. Вот, по оборудованию всегда ставите досел. Ставите сюда прицел. Ставите сюда либо приводы, либо УМП. Либо вентилятор. Вот. Но я вот буду катать вот так. По снарядам у нас что основной, что голда, это бронебойные снаряды. Основной летит 950 метров в секунду, голда 1150. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой.
По тактико-техническим характеристикам давайте пробежимся. Разброс вот у меня при такой сборке такому экипажа сейчас 0,3. Время сведения комфортное 2,17. Я еще полевую просто не вкачивал уже, да. Вот, заряжается почти 13 секунд. Все тут норма. По ХП все очень достойно. 1800. По мобильности 32 вперед, 16 назад. Чуть больше 15 лошадей на тонну. Удельная мощность, то есть это говорит о том, что да, у нас максималка небольшая, но набирать она ее будет быстро. И в гору будет ехать быстро, потому что больше 15 лошадей на тонну. По незаметности, вот такая вот чушка огромная, да, имеет 32% незаметности. Что вполне себе очень даже не сносно. По обзору 421 метр. И здесь мы, конечно, такой, не супер, далеко смотрим. По плюсам и минусам данного агрегата. Кстати, не посмотрели УВН. Минус 7 они у нас присутствуют. По подвижности. Нельзя сказать, что она прям супер медленная. Как-то вот на ней хватает вот этой подвижности. Реально занимать позиции необходимые. Поэтому это плюс. По броне тоже, в принципе, плюс. Да, у нас ослабленный корпус, но у нас невероятно крепкая рука, поэтому, если хотите поиграть от рубки, ищите места, где это можно делать. То, в принципе, по бронированию тогда в целом-то так нормально сойдет. Плюс, это все-таки кустовая ПТ-САУ, не штурмовая какая-то. Она, конечно, написана универсально, но, в принципе, так и есть. ПТ-САУ поддержки групп средних либо тяжелых танков. Дальше, по плюсам, касаемо всего орудия. Хорошая альфа, хорошая точность, быстро сводится, быстрые снаряды, хорошее уверенное пробитие. Вот, говорит, и есть УВН, кстати, да, говорит о том, что играть на ней будет комфортно относительно орудия. По обзору, конечно, слеповато, но хорошая незаметность. Так. Достаточно большое количество запаса ХП. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, как у нас Хори-1 себя ведет в бою. Гоу! Так, господа, обзор боем японской ПТ-САУ 9 левела. Проходная прокачиваемая ветка. Новая ветка японской ПТ-САУ. Вот, попали мы к семеркам. Еще пока их мало в боях. Вот сейчас с обоих сторон только одна девятка Хори, это я играю. Еще люди не докачали новую ветку, походу. Да, мы на опережении идем. Кстати, я уже взял десятку. И будет обзор. Такая нормальная у нее подвижность, в принципе, достаточно, чтобы занимать позиции. Понятно, что там не летит вперед, но 31, вот, пожалуйста, уверен. Девятый это плохо. Это плохо. Так, задача настрелять 2 собственных КП, суммарно нанести урона 3600. Это минимальный план, как всегда. Говняха мелкая. Успеем? Успеем. Правда, минималка выскочит. Ну ладно, все равно. Пробить. Гля, как они тут агрессивно на центре разыграны. Да и... Ну, наши, как всегда, откровенно сливаются. Прям чувствуется.
Че, подвыползут, нет? Странно, что-то по мне арта не кидает. Может, даже как-то неприлично, что ли. Уехала. Да. Хотел в щелку, но не получилось. Ну ладно. Повезло КВ-3, а то он сейчас в ангар поехал. Один 3, это еще пока тащится. Бля, КВ-3 что исполнение? Надо его забирать. А его просто убили. Так. Кто-то там пришел, да? Есть. Пробил, господа. Ах ты. Ах ты. Это сливной боец. Теперь задача просто здесь настрелять. А я не пробил. Так. А вот сейчас пробил. А на что он надеется? Уничтожен. Арта. Ангар. Гарри. Это плохо. Валим. Ну, ребята, 3560 сделали. План настреляли. Ставили задачу сколько? 1800 и 1800, да, два своих хп. 3600, вот как раз 3560, 32 засвета. Ну что, вся команда в зелени слилась тут тоже, но мы успели сделать плановые значения по настрелу. Значит, в принципе, годная ПТшка. Ну, конечно, хорошее пробитие, хорошая альфа. Какая-никакая есть броня. Она чем-то по геймплею Ягу напоминает. Вот, первое место по урону больше, чем в 2 раза от кого-либо. О, дрын, да.
По оборудованию, ребята, я думаю, по-любому надо оставлять усиленные приводы наводки, улучшенный прицел. Вот, может быть, хотя нет. Может быть, вентиль тут еще может зайти. Вот разве что, вот еще один модуль по оборудованию вентиля. У кого уже есть такая ПТшка, пишите свои комментарии, как она вам в целом нравится, не нравится. Какой вы на ней используете оборудование. Я по 5-бальной системе ей поставлю 4 с минусом, с небольшим, поскольку все-таки я не очень люблю такой геймплей лично для меня. Вот, вы ставьте лукас, подписывайтесь на канал. Годнота, играть можно. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.